Всем здравствуйте! Сегодня я приготовлю пышный классический бисквит. Для рецепта мне понадобится 5 яиц, 150 грамм муки, 150 грамм сахара, щепотка соли и 10 грамм ванильного сахара. Вообще пропорция для классического бисквита очень проста. На каждое яйцо весом 55-60 грамм берется 30 грамм муки, 25-30 грамм муки и 25-30 грамм сахара. Ну что ж, приступим. Я начну с подготовки формы. Для этого я беру обычную пергаментную бумагу и выстилаю дно формы. У меня форма 22 сантиметра. На эту форму я беру 5 яиц. Бока формы я не буду ничем смазывать, так как считается, что когда бисквит поднимается, то он цепляется за бока формы, поэтому нужно, чтобы они были слегка шероховатыми. И дно формы я также ничем не буду смазывать, хотя допускается смазывать его растительным маслом или сливочным маслом. Вот, форма готова. Следующим этапом я буду отделять желтки от белков. Вообще существуют рецепты, где яйца взбивают цельными, то есть не разделяют их на желтки и белки, но при этом нужно иметь очень хороший миксер. Я даже пробовала этот рецепт. При этом я взбивала яйца с сахаром, то есть берется вся норма сахара и все яйца. С расчета, как я уже говорила, 25-30 грамм сахара на одно яйцо. И все взбивается. Я взбивала для того, чтобы взбить его в пышную массу. Это у меня заняло минут 20. Но сейчас я готовлю по классическому рецепту, потому что не у всех хорошие миксеры или есть кухонные машины. Поэтому лучше по классике. Итак, я разделила яйца на желтки и белки. Белки я сейчас ставлю в холодильник, потому что их желательно взбивать холодными. И приступаю к взбиванию желтков. Я добавляю половину сахара в эту массу. И начинаю взбивать. Как видите, масса начинает светлеть и увеличиваться в объеме. Я забыла вначале положить ванильный сахар, поэтому я добавлю его сейчас. Так. И продолжаю взбивать. Еще одну секунду. Пока желтки взбиваются, можно просеять муку. Муку желательно просеять минимум 2 раза, для того, чтобы обогатить ее кислородом, и тесто тогда будет более воздушным и пышным. Ну вот, желтки полностью сбились с сахаром, масса очень сильно посветлела, увеличилась в объеме, сахар полностью растворился. Получилась такая тягучая масса. И как проверить, что желтки хорошо взбились? Я делаю тест на линию. Я сейчас беру и рисую в такую линию желтками, и она расходится в течение нескольких секунд. Это означает, что желтки хорошо взбили. Все, теперь я включаю духовку для того, чтобы она прогрелась на 180 градусов, нижний и верхний прогрев. Следующим этапом я взбиваю белки. Перед этим я хорошо помыла насадки миксера. Считается, что для взбивания белков и емкость, и насадки должны быть абсолютно чистыми. Это очень важно для того, чтобы хорошо взбить белки. Также я добавляю немного щепотку соли в белки. Это для того, чтобы оттенить сладкий вкус бисквита, а также считается, что с солью белки взбиваются лучше. Ну что ж, приступим. Я начинаю взбивать белки на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость. Теперь, когда образовалась пена, я частями ввожу сахар в белки. Где-то по 1 столовой ложке за раз. Белки нужно взбить в устойчивую крепкую пену до так называемых твердых пиков. Я продолжаю добавлять сахар частями и взбивать белки.
Итак, белки взбились в крепкую пену. И классический способ проверки, взбились белки или нет в крепкую пену, это взять и просто перевернуть емкость вот так вот. Все готово. Теперь я буду вводить желтки в белки. Нужно действовать очень и очень аккуратно для того, чтобы не разрушить все эти воздушные пузыри, которые получились во время взбивания. Поэтому перемешивать нужно очень и очень аккуратно. Масса сейчас очень воздушная, очень приятная такая. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы сохранить эту воздушность. И ни в коем случае не нужно сейчас взбивать это все миксером. Лучше лопаточкой, аккуратными круговыми движениями сверху вниз. Теперь можно потихоньку вводить муку. Сейчас я возьму столовую ложку и начинаю также частями просеивать сюда муку. Аккуратно перемешиваю. Очень-очень тщательно и нежно. Моя задача — это сохранить воздушность и разрушить как можно меньше этих воздушных пузырьков в тесте, потому что именно они сделают мой бисквит воздушным, пористым и нежным. Я не добавляю никакой ни соды, ни уксуса, ни разрыхлителя, никакого порошка для выпечки. Только белки. Все дело делают белки, взбитые в крепкую пену. Аккуратно продолжаю вымешивать. Ну вот, я ввела всю муку и перемешала хорошо смесь. Вот такая она получилась. Теперь можно брать форму и выкладывать все это в форму. Так, разравниваю тесто лопаточкой очень аккуратно. Так вот, чтобы заполнить все пространство формы. Теперь я пару раз слегка вот так вот сделаю формой, для того, чтобы заполнилось все лишнее пространство внутри. И прокручу пару раз форму. Все, можно ставить в духовку. Я буду выпекать бисквит при температуре 180 градусов в течение 20 минут как минимум. Только потом я открою дверцу и проверю его на готовность. В первые 20 минут категорически нельзя открывать дверцу, потому что бисквит может упасть. Бисквит уже готов. Достаю его из духовки. Готовность бисквита можно проверить деревянной шпажкой или же нажав на него. Он будет пружинить, и вы почувствуете, как внутри лопаются маленькие пузырьки воздуха, и при этом он принимает свою первоначальную форму. Это значит, что бисквит уже готов. Теперь я оставлю его, чтобы он остыл минут 10, и потом буду доставать из формы. Ну вот и все. Мой бисквит остыл, он слегка теплый, и я буду доставать его из формы. Я прохожусь ножом по краю формы. Как видите, вот эта горка, которая была, когда я вынула его из духовки, опала, и теперь его поверхность ровная. Так. Открываю форму и выкладываю его на тарелку. И снимаю пергамент. У меня есть линейка, сейчас я измеряю высоту своего бисквита. Выходит, что из 5 яиц
в форме 22 сантиметра, высота бисквита вышла около 5 сантиметров. Теперь я оставлю его в покое и дам ему отлежаться минимум 6-8 часов. И только тогда я буду его нарезать уже и пропитывать для торта. Дело в том, что бисквит должен обязательно отлежаться для того, чтобы не крошиться и чтобы хорошо впитывать пропитку. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, что этот рецепт будет вам полезным. Ставьте ваши лайки и дизлайки, комментируйте видео, а также пишите ваши замечания. Спасибо вам большое, до свидания.